Всем привет, с вами Дэн, и у нас сегодня сразу две модели Сейка. Это Сейка Альпинист, достаточно редкие, давайте распаковывать. Спасибо Ивану, который любезно мне их прислал для обзора. Короче, открываем, знакомимся и потом будем рассказывать про эти часы. Так, и здесь сразу еще и мешочек. Второй. Так. Сейка. Альпинист. Хороший альпинист. Очень красивый циферблат, такой прям градиент. Как будто джинсовый какой-то циферблат, но на самом деле он выглядит даже больше не джинсовым, а бумажным. И референс у этой модели SPB 339J1. Давайте пока коробочку в сторону. Часы тоже в сторону, ремешочек тоже в сторону. И мы с вами переходим к следующей коробочке. Небольшой, но это может быть обманчиво, потому что здесь тоже интересная модель и лимитка, как любит Сейка. У Сейка же практически все модели лимитки. Так что привыкаем к этому делу. Так, ну этот ремешок прям явно не хочет вылезать из пакетика, но я справился. О, какая красотулечка-то, а! Эти часы называют Rock Face, такие циферблат в стиле скалы. Серо-синий, очень красиво. Но прежде чем приступить к обзору этих часов и более детальному с ними знакомству, хотел бы вам, знаете, что показать? Я вам хотел показать кейс, вот этот вот прекрасный кейс, как мне кажется, прекрасный кейс, который прислал Вячеслав. Мастер, он производит кейсы из натуральной кожи. Здесь верх из натуральной кожи, а внутренняя часть из натуральной замши. Все, естественно, делается вручную. Ссылочку на мастера оставлю в описании к этому ролику. Там будет ссылка на Telegram. И, слушайте, ну прикольный такой очень. Знаете, цена, кстати, 6000 рублей. И если бы я не знал цену, я подумал бы, что этот чехол точно должен стоить значительно дороже. Ну и есть, знаете ли, примеры, когда похожие чехлы в разы дороже продают. Слушайте, класс. На ощупь очень приятно, такая мягкая. Он кажется со стороны, что он такой жесткий, а на самом деле нет. Он мягкий, очень аккуратный. И вот, кстати, вот супер такой, прям нежнейшая внутренняя часть вот этой замши, которая даже вот замши как бы вот как таковой нет, да, она очень гладкая. Она нежная, она должна очень хорошо, качественно следить за вашими часами. Кстати, с внутренней стороны здесь заклепка тоже прикрыта замшей, так что нигде ничего царапать не будет. Мне нравится прострочка, такая, не знаю, я бы ее назвал косой, в тон этому чехлу. Круто. И давайте как раз попробую. Ну и вперед. И вот так вот можно часы хранить, либо перевозить. Ну, это travel кейс, я люблю подобные кейсы. Всегда удобно с собой брать часы и знать, что с ними ничего плохого не произойдет. Так что вот такие вот кейсы от Вячеслава. Ссылка в описании. Если нравится, то пишите. Ну что же, возвращаемся к нашим красавцам от Сейка. И давайте начнем с модели Rock Face. Референсу этой модели SPB 355. Она продается только в Европе. Это лимитка 3000 экземпляров. Ну и дизайн, как говорит Сейка, вдохновляется такой грубой суровостью скалы горы. Циферблат текстурированный, и если под разным углом зрения смотреть, под разным освещением, то он очень даже так сильно меняет свой внешний вид. Да? Вот тут яркие такие синие цифры на
часовые метки, и они тут же переходят в более такой темный оттенок. Прикольно, цифр интересно. Но Seiko это вообще, знаете, в моем понимании всегда больше про какую-то эстетику циферблата. Либо это супер отделка по меткам и стрелкам, либо это что-то такое необычное в плане текстуры по циферблату или оттенка циферблата, ну, либо все вместе. Но это уже больше Grand Seiko, наверное, характерно. Здесь у нас классический альпинист, есть внутреннее кольцо безеля, которое не фиксируется, но при этом, как вы знаете, водозащита у этих моделей достаточно приличная и составляет 200 метров. Что касается второй модели, то это тоже лимитка, причем там где-то, по-моему, 500 штук таких, то есть это еще более редко, или даже 300 штук. Давайте глянем сейчас, что здесь у нас указано. 500 штук, да, 500 штук, так что они еще более редкие. И здесь интересно такое, как будто бы это озеро, которое замерзло, и, знаете, по краям иногда бывает больше там видно как-то, да, а в центре, например, больше белого оттенка. И здесь прям такой тоже зимний циферблат на Seiko. Здорово на самом деле, выглядят они абсолютно по-разному, да, воспринимаются абсолютно по-разному, потому что разные оттенки, и здесь уже накладные полированные метки часовые, и совершенно другой внешний вид. Ну и классические вот эти стрелки с альпийской тематикой, да, кафедральные здесь они. Часовая кафедральная стрелка. Я бы сказал так, да, что обе модели в моем все-таки представлении, ладно, там суровая скала, но они какие-то более зимние такие. Как раз сейчас сезон начинается и здорово выглядит. Такие немножко суровые, немножко, может, грубоватые такие оттенки, но выглядит круто. И что касается второй версии, у нас синий, да, то референс здесь, чтобы вы не забывали, SPB 339. Ну, по характеристикам они одинаковые, естественно, стекло сапфировое, водозащита 200 метров. И что касается калибра, то здесь стоит 6R15 на 50 часов запас хода и балансовая частота 21 600 полуколебаний в час. Давайте сразу посмотрим по размерчикам. Размерчики здесь, понятное дело, тоже одинаковые. И посмотрим по ранту для начала 37,3. По корпусу посложнее, конечно, измерять из-за того, что здесь две головки. Ну, в общем, 39. 39 с небольшим. Высота. Высота 12,8. Кстати, здесь еще есть циклоп, то есть циклоп может дополнительно нам немножко высоты добавить. Так, по ремешку 20 и от ушка до ушка 46,2. Ну, на самом деле, вполне себе универсальный размер. Давайте посмотрим, приложим на мое запястье 18,5. Ну, собственно, вот что мы получаем. Ну, это, конечно же, классический альпинист с его, хотя и нестандартным, да, такой frozen циферблатом, но, тем не менее, сразу узнается, потому что у нас здесь две головки, точнее, одна заводная, а вторая в отметке 4 часа отвечает за внутренний рант. Читаемость здесь, конечно, не на высоте, потому что зеркальные стрелки и зеркальные вот эти метки, они при определенном освещении практически пропадают с циферблата и трудно видеть, да. Но, тем не менее, когда немножко люм светит, уже с читаемостью будет намного-намного лучше. Мне нравится, как здесь сочетается вот этот вот канвас ремень. Кстати, внутри он кожаный, с верхней части канвас, прострочка, все в тон, интересно подобрано. Они делают часы немножко более, как бы сказать, современными, что ли, вот с канвас ремнем, именно и вот с таким оттенком. Очень прикольно. Если говорить, что еще здесь из ремней, то вот такой ремень под крокодила, мне кажется, здесь не очень подходит, потому что, ну, во-первых, это фальшивый крокодил, а во-вторых, он как-то делает эти часы чуть более серьезными, что ли, а мне хочется вот в этом варианте, мне кажется, они поярче, посочнее, и этот ремень, этот оттенок и канвас, он лучше работает с этим циферблатом, но это мое мнение. Если говорить про скалистые часы,
то здесь тоже канвас и ремень идет с такой же фактурой. Тоже, кстати, в цвет очень классно подобрано. Интересное сочетание. Здесь с читаемостью, конечно, намного-намного лучше, потому что прям контрастные стрелки и контрастные метки. Если вы за читаемость, то, конечно, лучше этот вариант себе присмотреть. А в комплекте здесь другой ремешок. Тоже на, кстати, раскладывающейся застежкой. Здесь Seiko молодцы. Синий, он уже, ну, конечно, в контраст идет с циферблатом, но при этом однотонный с вот этими часовыми метками и с секундной стрелкой. Честно говоря, мне кажется, вот в этом исполнении с ремешком в тон циферу намного более интересна эта модель, но, опять же, это только мое мнение. Конечно, в плане отделки, в плане качества здесь все на высоте. Это, понятное дело, достаточно дорогие модели от Seiko. Здесь сатинирование по верхней части ушек, по ранту, и все это перемежуется с такими нюансиками с зеркальной полировкой. Если мы посмотрим на ушки, то боковая грань с зеркальной полировкой, боковая часть с зеркальной полировкой и нижняя часть ранта тоже зеркальная полировочка идет. Ну и кнопки, точнее, кнопки головки тоже зеркальные. Здесь, кстати, никакого логотипа не имеется. Стекло чуть возвышается над корпусом, ну и уже и сам у нас циклоп тоже возвышается. Кстати, он очень неплохо увеличивает. Но я знаю, что не все, конечно, любят циклопов, но я, в принципе, к ним отношусь достаточно спокойно. Хотя, может быть, без циклопа было бы интереснее. Но без циклопа это были бы уже не Seiko Alpinist. Вот в чем, собственно, засада. Задняя крышка достаточно простая. Здесь механизм, к сожалению, без какой-то интересной отделки. Увы, но это стандартно, опять же, для Seiko. Посмотреть здесь под задней крышкой, ну, особо не на что. Хотелось бы какую-то интересную гравировку, но, к сожалению, интересные гравировки здесь у нас не предусмотрены. Вот он, этот интересный замороженный цифер с такой классной фактурой, градиент. Ну, тоже, знаете, можно и за скалистый какой-то циферблат это все принять, но мне больше напоминает какой-то мороз. Да? Полированные метки, зеркальная полировка также и на стрелках. Ну и скалистые Seiko. Здесь уже совершенно другая фактура по циферу. Кстати, интересно, здесь тоже серый такой рант, серый с синими, с голубыми, точнее, нюансами интересно смотрится. И у ремешка, кстати, очень даже схожая фактура с цифером. Ну что же, вот такие необычные циферблаты у альпинистов. Мне кажется, если вам наскучили базовые цвета, то самое время что-нибудь посмотреть вот с такими необычными расцветками. Пишите, какая из них вам нравится больше. На этом у меня все. Всем пока. С вами был Дэн. Увидимся.